Друзья, приветствую вас. Давайте рассмотрим, что у нас было сегодня на нашем рынке и что ждет нас завтра. Так, но сейчас началось такое время, когда ФРС США приняло решение залить рынки деньгами, начало печатать деньги, это в середине октября. А плюс сейчас планируется IPO крупнейшей саудовской и мировой нефтяной компании Saudi Aramco. И, соответственно, под это дело создаются благоприятные условия. Позитив на рынках и, соответственно, более или менее высокие цены на нефть. Скорее всего, такая ситуация до начала торговли акциями 11 декабря текущего года, она продлится. 3 ноября они подали комплект документов в саудовский орган. И, соответственно, 11 декабря поставлено начало торгов акциями Saudi Aramco. Наш рынок напрямую зависит от нефти, от американского рынка. Американский рынок в понедельник начал расти. Сегодня он после этого гэпа немножко снизился, но все равно он находится вблизи исторических хаев. И наш рынок, соответственно, тянут вслед за Америкой и за нефтью. Так, вот наш рынок ММВБ, индекс, сегодня открылись с гэпом, в понедельник не торговались. И здесь вот этот вот гэп, он, конечно, немножко настораживает, потому что, во-первых, разворотная формация, во-вторых, объемы снижаются. То есть здесь вот напрашивается корректировка сразу вот сюда сходу на 2875. Но если Америка растет и нефть растет, то мы, разумеется, корректироваться сюда не пойдем. Нас будут продолжать тащить дальше и дальше. Однако вот должен заметить, что технически картина такова, что рухнуть может в любой момент. То есть запал может быть любой. Там какая-то негативная новость или там какие-то моменты, связанные с взаимоотношением Китая и США или введение каких-то санкций по России. Соответственно, все это может взорваться. Поэтому, несмотря на то, что растет, но ощущение пороховой бочки. Так, давайте дальше перейдем к нашей дорогой Северстали. По Северстали у нас сегодня был хороший рост, но, конечно, не такой рост, как в нефтяных фишках, но достаточно приличный. Сегодня показали большой объем, вышли за эту область выше 902 и, соответственно, закрылись в таком месте, где вполне логично в ближайшие дни продолжить движение и отработать 930 и, возможно, 945 вот сюда. То есть, если позитив на Америке и на мировых рынках сохранится, мы увидим завтра-послезавтра движение в эту область по акциям Северсталь. Так, и, соответственно, если мы посмотрим 4-часовой график, здесь напрашивается коррекция на 886. И в дальнейшем будет коррекция на 875. Но с учетом дико бычьего рынка в США, то есть вот эти коррекционные движения, они пока, я думаю, маловероятны. То есть если Америку тащат наверх, мы, включая Северсталь, тоже будем идти наверх. 930, 945, возможно, даже и выше. Посмотрим, какой будет расклад. Так, здесь еще на всякий случай по Северстали часовой график. Скорее всего, с утречка мы сюда сходим, скорректируемся на 908, может быть, кольнем 902, этот сильный уровень. А потом дальше, если Америка растет, то, соответственно, мы тоже пойдем наверх на 930 и 945. Но если, соответственно, будет на мировых рынках корректировка, соответственно, у нас, само собой, 902, и следующая цель это 887. На что стоит обратить внимание? С утра, в среду, это как Китай торгуется и как торгуются крупнейшие китайские компании. Если они начнут падать, то, скорее всего, и по Северстали будет падение. Если они нейтрально или в рост, то, соответственно, мы, скорее всего, пойдем 930. Это отрабатывать, потому что сейчас акция находится в вакууме объема. То есть здесь объемов особо нету. Ей нужно либо дойти сюда выше 930, либо вернуться 902, под 902. Соответственно, ее толкает вверх, она, скорее всего, будет двигаться наверх. Так, дальше у нас акция «Газпром». Так, по «Газпрому» что у нас выходит? Открылся он сегодня очень бодро, но потом он снизился. И, соответственно, в акции ощутимы достаточно существенно, что идут распродажи крупными игроками. Поэтому завтра, конечно, если будет позитивный фон и по Америке, и по нефти, то, скорее всего, мы будем в положительной области торговаться. То есть, либо откроемся с гэпом и немножко будем проседать, либо откроемся на таких же уровнях, может быть, сюда, на 259,6 сходим. Может быть, даже сходим на 243,4, но это в том случае, если будет негатив по Америке, или по нефти, или по Китаю.
Вот. Скорее всего, если Америка находится на хаях, то ниже 256,7, 257 мы, скорее всего, не пойдем. То есть в этой области мы будем находиться. Вот. Ну там с гэпом будем открываться и немножко проседать, либо открываться на тех же уровнях и немножко расти. Тут возможны различные варианты, но динамика будет положительной. Хотя вот уже начались распродажи, разворотные модели, вот, но тем не менее пока акцию держат. Ну, как бы она ключевая голубая фишка рынка, и поэтому если идет вкачка денег в рынок, то в нее тоже будут вкачивать. Но тут просто будет чередование. Сначала одну акцию задержат, потом вторую, потом третью. Вот, поэтому, скорее всего, по Газпрому завтра с утреца будет, ну, какая-то корректировочка небольшая. Наверное, вот сюда, на 259,5. Вот, и потом, соответственно, при позитиве по Америке и по нефти акцию будут вытягивать вверх. Гнать ее там 280, у нее, по-моему, первые цели, потом 300. Ну и, соответственно, то есть может быть корректирующее движение. Но, скорее всего, вот сюда будет корректирующее движение. Могут краткосрочно на 250 утопить. Но как бы с учетом того, какой бычий рынок, такое движение, оно пока маловероятным кажется. Скорее всего, короткая, маленькая корректировка и дальше движение наверх. Так, дальше у нас идет Сбербанк. Так, ну у нас вот сегодня было положительное открытие с гэпом, но потом бумажечка просела. Кстати, у них с Газпромом схожие картины. При этом рынок растет, но это как бы говорит о том, что рынок, скажем так, уже через силу тянут наверх, и такие тяжелые фишки, как Газпром и Сбер, их затягивают, но они потом проседают, и идет переток в другие бумаги, которые торгуются на рынке. Так, ну вот у нас закрылись мы на 238,4, так, H4 давайте посмотрим. Ну, по сути, он сейчас находится в проторговке. Вот он в этой области, где у него объемом проходит 239,7, 238,5, то есть вот здесь торгуется. Соответственно, завтра, если будет позитив по нефти, позитив по Китаю и по Америке, вот, то, скорее всего, мы по Сберу откроемся нейтрально, я так думаю. А в дальнейшем, то есть если позитивная динамика будет, то, возможно, мы будем отрабатывать вот эту цель, пойдем 241, вот сюда вот. Вот. Если же будет какой-то негатив, там, с утра или в течение дня, то вот у нас напрашивается 235,3, вот этот уровень. По крайней мере, его кольнуть. То есть дальше, если будет позитив по ситуации, она отскочит и пойдет вверх. Вот. Ну а соответственно, если начнется корректировка и на Америке, и по нефти, то тогда бумажка очень быстро вот сюда вот утопит. Вот. Поэтому я думаю так, что завтра с утра мы где-то вот в этом диапазончике, наверное, будем торговаться. Если не будет существенно, если будет такой же, как закрытие начала завтрашнего дня и по Америке, и по нефти, а Китай, если без провалов проторгуется, то вот мы где-то, наверное, в этом диапазончике с утра и откроемся. 238,1, 239,3, вот здесь вот. Ну и, соответственно, он, скорее всего, завтра, если позитив будет, отскочит и вот этот протестирует. 241. Так, следующее у нас идет волшебная акция Роснефть. Так, вот это у нас дневной график Роснефти. Вышли из консолидации вот этой, пробили ее, ушли наверх. Так, соответственно, дневка. Вот отлично, у нас здесь объем пошел большой. И, соответственно, по дневке его вывели наверх значительно выше вот этого диапазона. То есть все, как бы акция, она улетела. Прислали мне сегодня один интересный график. Вот, давайте сначала новость посмотрим по Сауди Арамко. Вот 4 ноября, 3 ноября они подали там в какое-то свое саудовское управление документы об IPO. Соответственно, им дали положительное решение. 2% акций они размещают между инвесторами и планируют на этом заработать 40 миллиардов долларов за эти 2%. То есть это соответствует капитализации компании Saudi Aramco 2 триллиона долларов. На самом деле, по оценкам, по мультипликаторам, это очень дорого. И цена этой компании 1,2 триллиона долларов. То есть, ну, скорее всего, не 40 миллиардов здесь должна быть сумма, а где-то 23. Но на самом деле, как практика показывает, если интересная компания и удачно проводит род-шоу, то есть привлечение инвесторов на IPO, то, соответственно, ну, где-то промежуточная величина между хотелками и между рыночной стоимостью компании. То есть, ну, если как бы все хорошо будет, они 33-35 миллиардов долларов за этот пакет получат. Вот. Ну, 40 вряд ли, это 2 триллиона. А где-то на 1,5 триллиона они вполне могут выйти капитализацию.
Вот, соответственно, 4 декабря они начинают сбор заявок, и 11 декабря начнутся торги. Прислали такую очень интересную диаграммку мне, что якобы вот стоимость акций Роснефти будет зависеть от капитализации вот этой Сауди Арамко. То есть если за 40 миллиардов ее разместят, то вроде как Роснефть может на 900 рублей сходить акция. Вот, соответственно, если по минимуму разместят на 1,2 триллиона рыночную капитализацию, то есть продадут этот пакет за 23 миллиарда долларов, то, соответственно, Роснефть на 430 рублей за акцию вернется. Ну, на самом деле, это, конечно, интересный ход мысли, но я думаю, что, скорее всего, разместят на 33-35 миллиардов, то есть это будет капитализация где-то 1,5 триллиона соответствовать. Вот, и, конечно, я думаю, что Роснефть, она, больше 600 вряд ли она взмоет. То есть, если будет позитивный фон, если все будет расти, то, в принципе, Роснефть может до 600, 550-600 дорасти. То, что она дорастет выше, мне кажется, это маловероятно. Конечно, с учетом бешеного притока денег на наш рынок все возможно. Вот, но я думаю, на практике, то есть вот на фоне, даже если на 40 миллиардов саудиты разместят, вероятность, что Роснефть на столь благоприятную информацию уйдет выше 550-600, она невелика. Вот. Почему считается, что Роснефть будет так уходить высоко при дорогой продаже Сауди Арамко? Ну, есть несколько причин. Первая причина заключается в том, что будет создаваться позитивный фон и ажиотаж под нефтяные компании, и будет, скорее всего, держаться достаточно высокой, может быть, даже еще выше цена на нефть. Это, соответственно, позитивно скажется на нашем рынке и на компании Роснефть. И второй момент. Они являются аналогами государственной Сауди Арамко и, типа вроде как условно государственной Роснефть. Вот, хотя на самом деле она контролируется государством. И их приблизительно оценивают по сопоставимым мультипликаторам. И по этим мультипликаторам, если Сауди Арамко разместят пакет за 40 миллиардов долларов, что будет соответствовать капитализации 2 триллиона долларов, соответственно, в этом случае, вроде как по мультипликаторам, акция Роснефти должна стоить 900 рублей. Но посмотрим, мне самому интересно, я думаю, вряд ли такое будет. Даже если они за 40 миллиардов разместят пакет, то есть в 2 триллиона рынок, если оценит их компания, я думаю, Роснефть вряд ли выше 600 пойдет. То есть все как бы обвалиться может, но вот то, что она пойдет на 900, мне лично в это не верится. Вот. Но поскольку мне такую информацию прислали, то даже зависимость выведена. Вот. Соответственно, я с вами этой информацией делюсь, но прошу вас отнестись к ней скептически или с иронией. С другой стороны, как бы бывает, порой самые невероятные вещи воплощаются в жизнь. Вот. Но все-таки мне кажется, что такого большого роста не будет по Роснефти. Так, и давайте вернемся к графику. Так, вот у нас дневной график. Получается, Роснефть это один из лидеров роста сегодня. Так, если мы поставим 4-часовой график, у нас, видите, у нас здесь началась консолидация вверху. И по-хорошему нужен какой-то откат. Хотя бы вот на 441. Однако крупные игроки Роснефть скупали во второй половине дня и на закрытии. И поэтому, если будет благоприятный внешний фон и цена на нефть не пойдет вниз, то возможно, что будет небольшой откат вот сюда, вот на 446-447, и дальше рост продолжится. Но с другой стороны, видите, здесь рисуется разворотная формация, то есть вот тренд растущий и свеча разворотная на растущих объемах. Поэтому, в принципе, здесь надо очень внимательно смотреть. Может быть корректирующее движение вот сюда вот. Но в любом случае, даже если сюда будет корректирующее движение, при позитиве по Америке и по нефти, акцию будут, скорее всего, тащить сюда. Вот 4,64 у нее цель, и потом исторический перехай, по-моему, 520. 523, вот сюда вот. То есть под IPO Сауди Арамко, если позитив по Америке, позитив по нашему рынку, вот сюда ее как минимум будет пытаться затащить на перехай. Если она пробьет на растущих объемах, то возможно на 550-600 сходит. Выше 600, я думаю, маловероятно. Это, я не знаю, там Сауди Арамко там на 3 триллиона должны разместить, тогда она будет 900 или 1000, мне кажется. Вот. А ближайшие
торговая сессия, соответственно, у нас по этой акции вот здесь проторговочка. Если Америка растет, нефть растет, то, соответственно, ее покупать со стопом, ну, где-то на 447-446, я думаю, вот так вот. И, соответственно, ждать от нее роста. Там 480 вполне она может улететь. Вот. Если же она 447 здесь будет пробивать на растущих объемах, она, скорее всего, откатится вот сюда, вот на 441. Вот. Здесь консолидируется, и потом, если фон будет позитивный, пойдет наверх. Вот. Ну а если 441 пробьет и здесь не удержится, тогда, соответственно, она скатится вот сюда, вот в эту консолидационную область. Вот такое мое видение. Спасибо за внимание. Всего наилучшего.